Эти новогодние украшения выполнены хлопковым шпагатом толщиной 5 мм. Снежинки получились крупными, до 20 см в диаметре, и плотными, отлично держат форму. Сначала сплетем сердечко, потом снежинки. Для сердечка нам понадобятся шнуры 5 по 30 см и 1 45 см. Кольцо диаметром 5 см. Если ваши шнуры тоньше, нужно добавить четное количество, достаточное для покрытия такого кольца, или взять колечко с меньшим диаметром. Длину шнуров в этом случае можно уменьшить на 5 см. Сначала закрепим шнуры на кольце. Складывая каждый ровно пополам, заводим петлей в колечко снизу и перекрываем край колечка, загибая петлю в обратную сторону. Протягиваем в петлю кончики шнура. Затягивая, закрепляем шнур на кольце. Складываем шнур пополам, заводим снизу местом сгиба в кольцо, поворачиваем петлю назад, пропускаем в нее свободные кончики, затягиваем. Таким образом навесим все шнуры, подтянем, выравнивая. Находим пару длинных шнуров, разводим их в разные стороны. На каждом длинном выполним бриду из 10 репсовых узлов, огибая половину кольца. Укладываем правый шнур с одной стороны кольца поверх прикрепленных. Это шнур основы, на котором будут выплетаться репсовые узлы, и называется узелковым. Шнуры, находящиеся под ним, называются рабочими. Оборачиваем первый рабочий шнур вокруг узелкового, помещаем свободный конец в образованную петлю, затягиваем. Это половина репсового узла. Оборачиваем этот кончик еще раз, помещая в петельку, затягиваем. Получился первый репсовый узел. Следующим по порядку рабочим шнуром за 2 приема навешиваем второй репсовый узел на узелковый шнур. Один простой узелок формирующий, второй такой же, этим же шнуром закрепляющий. Получился второй репсовый узел. 1, 2, 3. Заполнив правую сторону, перейдем к левой. Второй узелковый шнур укладываем поверх рабочих, закрепленных на кольце. Оборачиваем его первый раз, формируем натяжение. Оборачиваем второй раз, этим же шнуром закрепляем. Проходим левую сторону. В завершении сердечка объединяем 2 основных шнура одним репсовым узлом, неважно, который из них будет рабочим. Мы выполнили 2 бриды из репсовых узлов, обрамляющие колечко с 2 сторон. Обрезаем свободные кончики на нужную длину, распушаем их в бахрому, подравниваем. Привязываем ниточку к верхней части изделия. Можно использовать декоративный шнурочек 30 см и добавить украшение. Навесим колокольчик, зафиксировав узелком на нужную длину, чтобы он расположился по центру кольца. Выводим один конец нити в кольцо с другой стороны, завязываем двойной узелок вверху снаружи, посередине сердечка. Добавим бусинку. Так как бусинка мала и обычным способом нанизать ее на шнурок не удается, прибегнем к помощи лески. Объединив кончики отрезка лески длиной 25 см, проденем их в бусинку. В петельку из лески, образовавшуюся у второго отверстия бусины, поместим оба кончика нитей. Потянув за кончики лески, извлекаем кончики нитей. Зафиксируем бусинку, размещая на кольце простым узлом сразу 2 нитями. Добавив еще одну бусину, завяжем такой же узел, объединяя концы нитей. Закрепим бусинку одним узлом под ней. Сердечки. Снежинки. Для такой снежинки нарежем 14 шнуров по 80 см толщиной 5 мм. Сложив каждый шнур пополам, навесим их на колечко диаметром 5 см таким же способом, как для сердечка. Выровняем узелки. Первый ряд выполним квадратными узлами. Квадратный узел состоит из 2 плоских и выплетается на 4 шнурах. 2 крайних рабочие, 2 средних узелковые. Выделяем фрагмент из 4 концов. Укладываем левый крайний шнур перпендикулярно под пару узелковых, формируя петлю слева и выводя конец на другую сторону. Правый крайний шнур заводим под этот конец, проходим пару узелковых сверху и отправляем в левую петлю от себя. 2 средних узелковых шнура в работе не участвуют. Мы их будем оплетать крайними рабочими.
Придерживая узелковые шнуры, разводим рабочие в разные стороны, затягивая узел. Это правый плоский узел. Чтобы получился квадратный, выполним к нему левый плоский узел. Я всегда начинаю с левой стороны, меняя положение шнура. Если мы предыдущий плоский узел начинали с положения левый шнур под узелковыми, то следующий узел начнем, укладывая левый шнур перпендикулярно поверх узелковых и также выводя конец на правую сторону. Правый шнур кладем поверх конца левого, огибая его, и узелковые шнуры сзади выводим в петлю с другой стороны на себя. Всю эту музыку фиксируем пальцами. Придерживая узелковые, разводим рабочие шнуры в разные стороны, затягивая петли. Один плоский правый и один плоский левый составляют квадратный узел. На следующих 4 шнурах выплетем еще один квадратный узел. Все просто. Если левый шнур оплетает узелковые снизу, то правый тоже подхватывает ее конец снизу, а уж потом движется по направлению к петле, минуя узелковые в петлю вниз. А если левый шнур оплетает узелковые сверху, то и правый шнур укладываем поверх его конца, огибаем узелковые, выводим из петли вверх. Получаются правила: снизу, снизу, вниз. Сверху, сверху, вверх. Причем вовсе не обязательно начинать плетение с левой стороны. Правило работает и справа. Во втором ряду выполним по 2 квадратных узла в шахматном порядке. Собирая по 2 шнура от соседних групп, выплетаем один квадратный узел, ослабив место соединения, чтобы полотно плетения не стягивалось. Левый шнур снизу, правый снизу, отправляем вниз. Левый сверху, правый сверху, выводим вверх. Начинать можно из правого шнура, принцип тот же. Затем еще один квадратный узел на этой же группе из 4 шнуров. Проплетем таким образом весь круговой ряд. На данном этапе у нас выплетено по 2 квадратных узла на каждой группе из 4 шнуров. Выполним еще один ряд квадратными узлами в шахматном порядке, ослабляя начало плетения, чтобы избежать деформации изделия. Украсим лучики-снежинки фестонами. Чтобы фестоны получились одинаковыми, можно воспользоваться выбранным шаблоном, поместив его между рабочими и узелковыми шнурами. Зафиксируем полученный интервал квадратным узлом. Извлекаем шаблон, сдвигаем последний узел к предыдущему. Повторим прием на каждом лучике снежинки. Обрезаем кончики, оставляя хвостики нужной длины, распушаем. При помощи швейной иглы протягиваем нить, формируем петельку, которую можно украсить как и сердечко. Снежинка номер 2. Навесим на кольцо 14 шнуров по 40 см. На каждой группе из 4 шнуров выполним по одному квадратному узлу. Один плоский узел правый, один плоский узел левый, получился квадратный. Сделаем это еще 6 раз, всего 7. Второй ряд проплетаем квадратными узлами в шахматном порядке. Правый плоский, левый плоский, получился квадратный. Закончив ряд, кончики лучиков при помощи дополнительного шпагатика сформируем в кисточки. Этот шпагат толщиной 1 мм. Отрежем 40 см для одной кисточки. Сложив один кончик шпагата пополам в виде петельки, прижимаем его к кисточке, располагая вдоль. Короткий конец виден снаружи. Длинным концом шпагатика обматываем пучок, продвигаясь по направлению к петле. Сделав нужное количество оборотов, заводим кончик в петлю и, потянув за короткий конец, втягиваем петлю под обмотку, увлекая рабочий кончик за собой. Не вытаскивая его наружу, обрезаем хвостики. Также точно поступим с остальными лучиками. Формируем кисточки на нужную длину, распушаем. Добавляем шнурок подвески, при желании украшаем его тоже. Это вторая снежинка. Третья очень похожа на первую, но все же отличается.
Навесив 12 шнуров на кольцо, проплетем на каждой группе из 4 по 2 квадратных узла подряд. Во втором ряду по одному квадратному узлу в шахматном порядке. Затем тут же по одному фестону, при необходимости используя шаблон нужного размера. Завершив ряд, обрежем шнуры, оставляя кисточки. Ну и последней будет звезда. Для нее нужно нарезать 20 шнуров по 60 сантиметров и взять колечко побольше. Обычным способом навесим шнуры на кольцо. Проплетем один круговой ряд квадратными узлами. Во втором ряду выполним квадратные узлы в шахматном порядке с интервалом в 1 узел таким образом. Сделав один квадратный узел на 4 концах, пропускаем 4, выполняем следующий на 4 шнурах, расположенных за ними. По завершении выполнения кругового ряда должно получиться 5 лучиков звезды. Каждый лучик оформим двухсторонними бридами. Выполним бриду справа из 3 репсовых узлов по направлению от центра к краю по контуру луча. Затем проплетем бриду слева, оплетая вторую сторону луча, и закончим еще одним репсовым узлом, объединяя бриды. Также точно поступим с остальными фрагментами заготовочки. Брида справа, брида слева, финальный репсовый узел. Обрезаем лишнее, распушаем крайчики, добавляем петельку. Звездочка готова. Не спешите избавляться от шнуров, оставшихся после завершения работы. Они могут пригодиться для дополнения следующих проектов.